Здравствуйте! Спасибо всем, кто заглянул на мой канал, кто смотрит это видео. Сегодня я хочу с вами пока поделиться вот таким вот узором симпатичным. Мне он очень понравился, особенно когда я начала вязать вот такую летнюю кофточку. Действительно, этот узор мне очень сразу приглянулся. И смотрите, у нас вот накиды есть скрещенные петли, изнаночные, лицевые. Так, вот так он смотрится в полотне, в большом. Вы знаете, мне он очень нравится, действительно. Надеюсь на то, что действительно кофточка тоже будет выглядеть красиво. Так, что касается схемы этого узора. Я ее взяла на просторах интернета. Вот эта схема узора. У нас состоит раппорт 13 петель и 28 рядов в высоту. Так, схема на самом деле, сразу могу сказать, она очень легкая. Вяжется этот узор действительно очень быстро и действительно запоминается. Несмотря на то, что, скажем, такое вот переплетение какое-то есть, и лицевых, изнаночных, и вот эти вот накиды, и плюс скрещены, но на самом деле вяжется узор очень просто. Мне он очень нравится и действительно вот нравится, как он выглядит в этом полотне. Так, а сейчас вам покажу, как его провязывать. Так, раппорт узора составляет 13 петель. Я набрала здесь 26 и плюс 2 кромочные, то есть 28 петель. Я провязала 2 ряда. С этой стороны у нас все лицевые. Так, и начинаем первый ряд. Первый ряд, смотрите, у нас это вот лицевая скрещенная. Дальше идет изнаночная. Лицевая скрещенная, изнаночная, накид, протяжка и 6 лицевых и изнаночная. Так, первая кромочная у нас лицевая скрещенная, то есть мы берем за заднюю стенку, вот за ту, вот таким образом. Дальше идет у нас изнаночная, затем опять скрещенная за заднюю стенку, опять изнаночная. Дальше идет, смотрите, у нас накид вот таким образом и протяжка. Протяжка делается следующим способом. Первая петля снимается как лицевая, вторая провязывается. И вот эту, которую мы сняли, набрасываем на ту, которую провязали. Вот таким образом. Так, и затем у нас идет 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последняя петля, вот это вот у нас одна изнаночная. Так, дальше опять у нас идет раппорт следующий. И последняя кромочная. Так, что касается изнаночных рядов, у нас, смотрите, на схеме только лицевые. Изнаночные ряды будут провязываться по рисунку. Так, вот смотрите, первая у нас кромочная мы снимаем. Дальше у нас идет лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. Если изнаночная, значит мы ее вяжем изнаночной. Так, и смотрите, доходим мы до нашего накида. И мы его тоже будем провязывать изнаночной. Вот таким образом. Так. Дальше, смотрите, у нас идет лицевая. Мы ее будем провязывать лицевой, изнаночной, ну и так далее. То есть накиды мы провязываем изнаночной. Так, дальше идет у нас третий ряд. Смотрите, первые 4 петли у нас будут повторяться все время. Так, и после этого у нас идет накид пятый. Дальше в 6-й изнаночная, опять протяжка, и уже 5 будут лицевых. Последняя у нас будет изнаночная. Так, первая кромочная снимаем. Дальше у нас скрещенная лицевая, вот таким образом за заднюю стенку. Потом идет изнаночная, опять скрещенная, опять изнаночная. Так, и затем у нас идет накид. Так, изнаночная петля одна и протяжка. Вот таким образом. После этого у нас идет одна лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая.
Так, и у нас идет вот эта вот последняя петля изнаночная. Это у нас раппорт. Так, вот это у нас уже 13 петель провязано раппорта. Это третий ряд. Четвертый ряд опять у нас изнаночный. Мы вяжем по рисунку. Накиды провязываем изнаночной петлей. Так, теперь у нас будет идти пятый ряд. И смотрите, я уже не буду так повторяться, потому что, видите, у нас по схеме у нас убывают вот эти вот лицевые петли. Так, то есть прибавляются изнаночные протяжкой. После протяжки у нас у лицевых петель становится на одну меньше. Так, и таким образом мы с вами дойдем до 13 ряда. Так, я провяжу еще 14 изнаночный ряд, и тогда мы начнем уже с 15 ряда. В 15 ряду уже изменится вот эта вот схема. Кроме этого, я хочу обратить внимание на то, что у нас вот эти вот первая и третья петля у нас скрещенные, лицевые. Так, но это на лицевой стороне. Если на изнаночной, эти изнаночные петли я провязываю обычной петлей изнаночной. Так, вот я провязала половину узора уже. Это у меня получается 14 рядов. Так вот смотрится узор на лицевой стороне и на изнаночной. Вот это вот изнанка. Так, теперь начинаем вязать 15 ряд. В 15 ряду, смотрите, у нас первые 4 петли всегда повторяются. Дальше идет уже 6 лицевых, 2 петли вместе лицевой, накид и изнаночная. То есть у нас вот здесь вот сразу были изнаночные, а сейчас пойдут лицевые петли. Так, провязываем. Первая петля у нас кромочная. Дальше, как обычно, первая, вторая скрещенная, изнаночная. Дальше у нас тоже скрещенная, изнаночная. После этого идет 6 лицевых. Так, а сейчас 2 петли вместе. Вот где у нас была эта протяжка, сейчас мы будем делать 2 петли вместе за передние стенки, вот таким образом. После этого у нас идет накид и изнаночная петля. Так, второй раппорт сейчас я повторю. Провяжем изнаночную сторону и затем уже в 17 ряду встретимся. Так, что касается 17 ряда и дальнейших, смотрите, у нас лицевые петли будут становиться на одну меньше все время, 2 петли вместе лицевой мы будем по диагонали провязывать, а изнаночные будут на одну становиться больше. Если вы провязали вот эту вот первую часть, 14 рядов, то дальше вы будете провязывать тоже легко, потому что будет этот узор очень понятный. Довольно-таки узор вообще мне очень нравится, потому что он на самом деле и простой, и в то же время очень симпатичный такой. Первая у нас кромочная, затем, как обычно, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. После этого у нас уже будет 5 петель лицевых. Так, смотрите. Дальше у нас идет 2 петли вместе за передние стеночки. Затем у нас идет уже изнанка, накид и опять изнанка. Так, второй раппорт я сейчас провяжу. Дальше уже я не буду вам показывать, потому что у нас все идет уже, скажем, по убыванию. Так, 28 рядов я уже до конца провяжу и покажу, как будет выглядеть этот вот наш узор полностью. Вот так вот смотрится у нас на лицевой стороне, когда уже полностью провязан раппорт. Довольно-таки симпатично. Вот эти вот дорожки, они мне тоже очень нравятся. Ромбики тоже вот изнаночная и лицевая сторона. И на изнаночной стороне вот такая вот у нас получается изнанка. Я вам показала, как провязывать этот узор в поворотном вязании, то есть прямыми и поворотными рядами. Так, что касается по кругу, вот сейчас я вяжу
летнюю такую кофточку по кругу. Так, у нас получается только одно отличие будет. И отличие у нас будет только вот в этих вот накидах. По изнаночной стороне, когда мы провязывали в поворотном вязании, по изнаночной стороне, эти накиды мы провязывали изнаночной петлей. Так, что касается вот этого кругового вязания, то здесь накиды провязывала я просто лицевой, и все. И вот это вот отличие только именно в этом заключается. И еще раз покажу вам вот на этом темном полотне вот этот вот узор. Мне, вы знаете, он даже больше нравится, чем на светлом. Хотя, конечно, тоже довольно-таки симпатично смотрится. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!